Почему после успешного окончания проекта не приживаются инструменты бережливого производства? Каковы причины возврата к исходному состоянию в подразделениях после окончания проекта по улучшению? Почему сотрудники не применяют бережливые подходы, несмотря на успешный опыт их применения? Я назову топ-5 ответов на поставленные вопросы. Так что досмотрите это видео до самого конца. Здравствуйте, меня зовут Сергей Литти, я эксперт по управлению изменениями. Спасибо, что смотрите канал Литти Про. Подпишитесь на него, поставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе нового видео, которое выходит на канале. Напишите вопрос в комментариях, я обязательно на него отвечу. Я благодарен Асылу Кабдуллину, который под одним из видео написал такой комментарий. Почему после проекта Lean не всегда приживаются инструменты решения проблем, такие как 5 почему, диаграмма Ишикава, несмотря на их эффективность. Асыл, спасибо. Я хотел бы расширить вопрос и поговорить не только о таких инструментах анализа проблем, как 5 почему или диаграмма Ишикава, но и в целом по инструментам бережливого производства. А вы как думаете, каковы причины отказа от достигнутых успехов бережливых проектов? Напишите в комментариях. Топ-5 причин отката бережливых проектов по своей версии я представлю ниже. Причины будут представлены от менее значимых к более существенным. Самое главное будет в конце видео, поэтому посмотрите его до конца. Итак, начать я хотел бы с хайпа. Вы не ослышались, именно с хайпом. Многие из вас слышали это модное слово, но уверен, что большинство из вас не знает, что в 1995 году компания Gartner разработала цикл зрелости технологий, или как они сами его назвали, Gartner Hype Cycle. Цикл хайпа Гартнера. Или на русский можно перевести как цикл ажиотажа. В чем же он заключается и почему я его вспомнил в данном видео? Сейчас все расскажу. Кривая Гартнера показывает, как меняется ожидание относительно новаций. По оси ординат размещается уровень ожидания, а по оси абсцисс время. Отправной точкой ожидания является 0. Поскольку мы ничего пока не знаем, например, про бережливое производство, про его инструменты, поэтому у нас состояние 0 отношения, ожидания относительно этого инструмента. Затем мы тем или иным образом изучаем инструменты бережливого производства, например, 5С или быструю переналадку, или инструменты анализа проблем 5 почему. Наступает момент того самого хайпа или ажиотажного высокого ожидания. Мы за 6 месяцев развернем 5С на всем заводе. Через год мы будем полностью бережливыми, внедрим все инструменты, которые в нем есть. За счет применения 5 почему мы сможем разобраться со всеми проблемами. Все поголовно будут его применять. Звучат вот такие или какие-то похожие фразы, которые я привел. В компаниях начинают использовать инструменты. И бывает, что иногда очень успешно. Но при масштабировании, при практике широкого применения возникают ошибки, сложности, сопротивление и прочие негативные проявления. Происходит избавление от иллюзий, которое бывает достаточно болезненным. Мы попадаем в яму разочарования. Когда люди начинают говорить что-то, типа 5С у нас не приживается. Быстрая переналадка в непрерывном производстве нереализуемая. 5 почему при анализе наших проблем не подходит. Раньше было лучше. И тому подобное. Какие-то похожие фразы. И в этот момент у многих происходит отказ от инструментов, даже несмотря на отдельный пример успешного применения. Обращаю ваше внимание, что попадание в яму разочарования – это нормальное явление. Именно так и должно происходить. Важно в этот момент не отказываться от новаций. Нужно начать работу по адаптации инструментов бережливого производства. И именно адаптация позволяет добиться устойчивого применения инструментов. Если адаптация происходит удачно, то компания переходит на плато продуктивности. То есть, когда ожидание относительно инструмента адекватное, а практика применения становится обыденным делом. Итак, подведу промежуточный итог. Одной из причин отказа от использования инструментов является яма разочарования, в которую попадает организация после того, как она столкнется с первыми трудностями и сложностью масштабирования. Наберитесь терпения и работайте над адаптацией инструментов согласно реальных условий их применения. Перейдем к следующей причине. И это низкий уровень стандартизации. Именно отсутствие четких правил в части 5С, визуального управления, применение методов анализа 5 почему или диаграмм Ишикава может стать причиной отказа от них. Если вы хотите, чтобы инструменты закрепились в регулярной практике, одним из ключевых способов может быть регламентация в части применения этих инструментов. Например, если вы хотите, чтобы сотрудники использовали методы анализа 5 почему или диаграммы Ишикавы, то можете включить такие требования
использовать их в эффектных ведомостях при поломке оборудования, отчетах по качеству, анализе тех или иных негативных явлений, в проектах по улучшению и тому подобное. Совет номер 2. Стандартизируйте применение отдельных инструментов бережливого производства. Третьей причиной, во многом связанной с предыдущей, является слабый контроль со стороны окружения, прежде всего руководителей. Слабый уровень контроля проявляется в том, что руководители, коллеги не требуют применения инструмента или позволяют нарушать принципы его применения. Если начальник цеха, проходя мимо рабочих мест, видя нарушение принципов безопасности или визуального управления, будет проявлять безразличие, то, поверьте мне, скоро этот инструмент перестанет применяться. В любом случае, развертывание любого инструмента, особенно на этапе начала его использования, применения, должен основываться на поддерживающем контроле, а не на репрессивном контроле. На всякий случай обмолвлюсь об этом. Необходимо помочь организации самоконтроль. То есть сотрудник должен сам проверить свои действия на соответствие принципам применяемого инструмента. Например, это можно организовать с помощью чек-листов, визуального управления на рабочем месте, применение покайока, ну или защиты от ошибок и тому подобное. Организуйте поддерживающий контроль, основанный на внешней оценке соблюдения сотрудником правил применяемого инструмента. Например, правило 5С проверяет рабочий при приеме сдачи смены или мастер в конце смены. Если брать случай применения с инструментами анализа, то если потребитель отчетов по качеству или ведомость по аварийному простою не будет обращать внимание на отсутствие диаграмм 5 почему, то их и не будут использовать. Следующая возможная причина – непоследовательность применения. Такая ошибка проявляется в том, что применяются усеченные подходы к инструментам или инструменты применяются вне общего контекста ситуации. Давайте разберемся с этим. Усеченность проявляется в том, что берут лишь часть методологии. Например, я часто встречал, что 5С хорошо реализуется лишь в части первых 3С. То есть первая С сортирует, то есть убирает все ненужное. Вторая С создает свои места, размещает все с учетом эргономики. Третья соблюдает чистоту, наводит порядок в рабочей зоне. И на этом все заканчивается. Это похоже на генеральную уборку, которую провели, но забыли про четвертую С, это стандартизировать, и пятую С соблюдать и совершенствовать. Или, например, когда разворачивают обучение на производстве, TWI, делают отличные стандартные операционные карты, но совершенно ничего не делают для планирования обучения или подготовки тренеров по производственному инструктажу. Еще одним признаком усеченности является, когда инструменты применяются лишь в части организации. Например, 5С разворачивается лишь на отдельном участке в цеху. Помните, что большее чаще всего поглощает меньшее. Если вы не будете распространять инструменты, стараясь охватить все больше подразделений, процессов, то риск отказа от инструментов будет выше. Если все в организации используют 5 почему, то отдельным сотрудникам будет практически невозможно его не использовать. Часто инструменты применяются вне общего контекста или общего смысла. Например, если в подразделении нет задачи снизить аварийное простое оборудование за счет снижения потерь, то есть не ставят такую задачу буквально перед руководителем ремонтного подразделения, то нет смысла или контекста применения углубленных методов анализа. То есть сотрудники просто не будут применять 5 почему или диаграмму Ишикава. Они не видят в этом смысла. Что ж, переходим к основной причине. Прежде чем рассказать о ней, я хотел бы попросить вас подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок на нем. Поставить лайк этому видео, сделать его репост, если оно вам понравилось. Поддержите канал Литипро, это стимулирует меня делать его лучше и развивать. Итак, корневой проблемой, по моему мнению, отказа от достигнутого в бережливом проекте или его отдельных инструментов является то, что реализация проектов происходит без участия тех, кто должен пользоваться результатом этого проекта или этого инструмента. Сейчас поясню. И это происходит очень часто. Например, когда приглашают консультантов или сотрудников лин-офиса, и они реализуют проект без активного участия руководителей, например, директора по производству, начальника цеха, ключевых сотрудников и специалистов в этом подразделении. Руководители и специалисты могут принимать участие в совещаниях, интересоваться проектом, но если они сами не имели опыта анализа потока или организации рабочих мест по 5С, то для них это просто будет презентация, это будет результат чужого труда.
Это то же самое, если бы я рассказал вам о своих подходах в применении 5 почему. Для вас это был бы чужой опыт. Посмотрели, но вряд ли чему-то в реальности научились. Только личный опыт применения инструментов позволяет понять их, стать их приверженцем, начать применять их в своей практике. Только что-то делая, можно этому научиться. То есть руководитель подразделения, менеджер проекта, который сам не делал анализ 5 почему или диаграмму Ишикава, а за него это сделали консультанты, посмотри, какой классный инструмент, с очень высокой вероятностью не будут применять инструменты в своей практике. Именно поэтому я настоятельно рекомендую, чтобы 5S на рабочих местах разворачивали сами сотрудники. Стандартные операционные карты делают практикующие специалисты, мастера, технологи. Если вы сделали анализ потерь в потоке вместо начальника цеха, то начальник цеха не будет делать его сам. У него не будет опыта и желания этого делать. Не бойтесь, что у сотрудников будет получаться хуже, чем у вас. Это нормально. Помните о кривой Гартнера, описанной выше. Человек, начав применять инструменты, попадает в яму разочарования. Поддержите его, пока он не приобретет необходимый опыт. Сотрудники, пройдя через ошибки и сложности, приобретя опыт применения того или иного инструмента, становятся более привержены ему. В конце видео совет номер 5. Создайте условия, чтобы сотрудники получали личный опыт применения инструментов. Я поделился с вами топ-5 причин отказа от достигнутого в бережливых проектах. Возможно, в вашей практике были иные причины. Поделитесь с ними в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы всегда знать о новых выпусках. Поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать канал. Нажмите на колокольчик под видео, чтобы быть в курсе всех новостей. На этом все. Всем лина. Увидимся.